Над пустынным полигоном ревели двигатели. Вертолет трясся в воздухе. В его чреве стояли 12 солдат, готовых к учебному прыжку. Среди них девушка, слишком юная и спокойная для военной формы. Ее звали Арлин Кейт. Она была дочерью 2 генералов, матери из штаба ВВС и отца, командующего наземными силами. Но здесь, среди солдат, она не была ничьей дочерью. Только лейтенантом, который пришел учиться тому, что другие делали всю жизнь. Для большинства это было лишь очередное задание. Но не для тех, кто не терпел в рядах золотую дочку. Они видели в ней не сослуживицу, а символ чужой привилегии, и это раздражало больше, чем жара и страх. Когда пришел ее черед прыгать, инструктор дал знак. Она шагнула вперед, но кто-то резко толкнул. Рывок, крик, а потом пустота. Арлин не успела ни зацепиться, ни выровняться. Ее парашют не раскрылся полностью. Ветер рвал стропы, земля приближалась. Никто из тех, кто был в вертолете, не посмотрел вниз. Через час вертолет сел на базу. Доклад звучал сухо. Неудачный прыжок. Потеря офицера. Никто не ожидал, что это имя вызовет бурю. Когда сообщение дошло до штаба, генерал Маркус Кейт остановился на полуслове. Рядом, в другой комнате, его жена, Эвелин Кейт, бросила взгляд на экран с тем же выражением, каким смотрят те, кто уже знает, что случилось, но не может поверить. Никто не видел их лиц, когда они встретились в узком коридоре штаба. Они не кричали, не плакали. Они просто понимали, теперь все изменилось. Наутро началась проверка. Формально – расследование несчастного случая. На деле – операция возмездия. Войска, которым подчинялись оба генерала, вдруг были подняты по тревоге под предлогом переоценки дисциплины и кадровой чистки. Каждого участника того рейса вызывали на допрос, где вопросы задавали не следователи, а военные прокуроры с допуском уровня «совершенно секретно». Один из солдат исчез уже в первую ночь. Другой был переведен на базу в Арктику по срочному приказу. Инструктор, который вел прыжки, попытался бежать, но его сняли с самолета в другом штате. Никто не видел, как это происходило. Только знали, что из штаба Кейдов не поступало ни одного официального приказа. Все делалось по тихим каналам, теми, кто понимал цену молчаливого гнева. Через неделю в военных частях ходили слухи о вертолете, о девушке, а кто-то подтолкнул. Никто не произносил имен, но все знали. Командиры теперь говорят тише, документы подписываются с осторожностью, а любой, кто нарушает устав, внезапно оказывается перед комиссией, откуда не возвращаются. В старом ангаре базы Брикс на месте падения позже установили металлическую табличку. Без званий, без герба, без пышных слов. Лейтенант Арлин Кейт. Прыжок без неба. Мы помним. Прошло много лет, и новые солдаты уже не знали подробностей. Но в воздухе все еще чувствовалось что-то, смесь страха и уважения. Потому что все понимали, в той армии можно было забыть о долге, но не о том, что случилось, когда кто-то посмел выкинуть из вертолета дочь генералов. И где-то, в закрытых архивах, на одном листе с грифом секретно осталась пометка. Все причастные устранены. Дело закрыто.